Приветствую всех на канале Сад Огород своими руками. Сегодня мы собираем урожай батата. В этом году мы в очередной раз выращивали батат, но это способ выращивания необычный. Его мы применяем впервые. А именно выращивали батат в мешках. Раньше мы выращивали в обычных грядах на огороде, накрывали пленкой. Все это традиционный способ выращивания, который дает очень хороший результат и в том числе дает очень неплохой урожай, если своевременно растения батата в период вегетации поливать. А еще лучше проводить подкормки. Так вот, в этом году мы решили все-таки применить другой способ в мешках. Я не слышал никогда, чтобы кто-то такой способ использовал. Ну, дача небольшая, грядки негде нам такие большие накопать. А вот здесь, в этом месте, где у нас куча с перегноем, чтобы прикрыть листвой, не смотрите, что сейчас батат очень как бы некрасиво выглядит, потому что ночью его прибил мороз. Смотрите, сразу от самого легкого мороза текут листья. Они не выдерживают мороза, поэтому сейчас некрасиво. Но когда вот так вот выглядело, видите, внизу еще такие свежие листья, красивые, зеленые. Вот тут зеленый водопад был. И закрывал некрасивый вот этот грязный старый шифер. Вот у нас была двойная цель. Во-первых, прикрыть вот это не совсем красивое место и собрать урожай. Однако давайте все-таки перейдем и рассмотрим более подробно, что у нас выросло в обычном сахарном мешке. Высаживали по 2 растения, по 2 штучки рассады. Для начала обрезаем. Вот так. Обрезаем лианы. От каждого куста отделяем. Тогда нам легче будет, конечно, уже разбирать мешок. Мы мешок сейчас разрежем. И посмотрим уже, что там в середине мешка наросло, какие урожаи. Все, мешочек освобожден. Видите, за сезон мешок приходит в негодность, потому что стоял под солнцем. Мы, конечно, сюда сверху поливали, однако следует учитывать, что вот в таких мешках иногда вода идет не в грунт, а просачивается между стенок, поэтому у меня были большие сомнения, что почва полностью в нужном объеме будет пролито. И, конечно же, что получим урожай, у меня тоже были сомнения. Хотя первый мешок мы уже вскрыли, некоторый урожай увидели. И сейчас мы с вами посмотрим, что выросло во втором мешке. Вот так, разрезаем. И давайте вот так сразу раз, берем за стебли. Вот такие. Ой! Друзья, я вот такого даже, вот такого результата я даже не видел в грядках, которые мы выращивали на огороде. Когда не было никаких ограничений по росту. Ну что вот такое вырастет в, извините, мешке, ограниченное по пространству. Вообще это что-то удивительное. Смотрите, какая, ну, как палка колбасы какой-то. Да, красота. И вот еще сколько других. Они хоть и поменьше, но они также могут быть использованы в пищу. Точно так же их можно кушать. Это первое. Вот это, кстати, с первого мешка урожай. С первого мешка. Это урожай со второго мешка. Ну и давайте второе. Где-то же было второе здесь растение. И вот оно, второе растение дало вот такой красивый урожай, который, ну, я считаю, вот выращивание в мешках, друзья, если, может быть, вы когда-то пробовали или видели где-то такое выращивание, вот я, честно вам скажу, не видел даже на ютубе, чтобы так кто-то выращивал. Так вот, если вы имели сомнения, видите наочно результат, какой вырос в мешке урожай. Это в одном мешке, в одном сахарном мешке. Вот так. Минимум ухода, максимум урожая. Вот что хотел показать в этом видео. Так что были сомнения, пробуйте, размещайте, где вам удобно. И, естественно, будет такой же урожай. Спасибо за внимание. Всем мирного неба над головой. До новых встреч.